Друзья, приветствую вас! Это утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие ключевые события ожидаются на сегодня и какие движения ожидаются сегодня с утра по российскому фондовому рынку на открытии. Итак, китайский фондовый индекс сегодня с утра проседает. Это создает определенный негатив, причем достаточно ощутимо он проседает. То есть до этого у нас все время шел такой мощный рост последние дни. Но опять же, в этом движении ничего страшного на текущий момент нету. Страшное будет, если он придет в район 5400-5450, вот сюда вот, и здесь начнет торговаться. Мы получаем двойную вершину с целью движения на 5200. Тогда это, конечно, будет достаточно ощутимо и для китайского фондового рынка, и для мировых фондовых рынков. Пока на текущий момент все вот это движение, оно идет в рамках консолидации. Ну и, кстати, по поводу текущей ситуации с Китаем. Китай достаточно неровно дышит к Тайваню. Он считает Тайвань своей провинцией. Тайвань так не считает. Соединенные Штаты и весь западный мир тоже так не считает. Но текущая ситуация заключается в том, что ключевые производители микросхем находятся в Тайване. И в том случае, если там обострится конфликт и, не дай бог, будет военное вмешательство, то это вызовет коллапс мировой полупроводниковой промышленности. А полупроводниковая промышленность на текущий момент это все, чем мы с вами пользуемся. Это и компьютеры, и телефоны, и автомобили, и многое чего другое, что мы считаем привычно и на что уже не обращаем внимания. На текущий момент наблюдается дефицит в производстве микросхем для автомобилей, и автопроизводители из-за этого испытывают определенный дискомфорт. Так, далее фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500. Здесь у нас сегодня тоже негативное начало, но пока все идет в пределах консолидации на хаях. Вот, конечно, вот это движение, оно негативно для рынков, и оно будет оказывать давление на российский фондовый рынок. Но тем не менее, пока нет пробития ключевых уровней, все это идет в пределах проторговки, которая вот здесь на хае вполне как бы должна произойти, потому что расти он до бесконечности тоже не может. Но сейчас на открытии на российский фондовый рынок будет негативное влияние, потому что падает и Китай, и Соединенные Штаты. Так, друзья, далее Baltic Dry, стоимость морского фрахта. Ну вот, смотрите, последнее время мы забрались на достаточно высокие значения. Это говорит о том, что активизировалась мировая торговля. Но сейчас на текущий момент намечается разворотная формация. И цель движения Baltic Dry вполне может составить вот сюда вот в район 1200. Если такое произойдет, это будет свидетельствовать о том, что процессы восстановления в мировой экономике, они не получили развития. И эпидемия на самом деле пока еще продолжается. Сейчас на текущий момент есть некоторое снижение, оно пока не критичное. Здесь индикатором того, что будет развиваться снижение Baltic Dry, последует пробитие значения 1700. Пока его нет, все вот это движение, которое здесь происходит, оно может привести к тому, что он все-таки, немножко поколебавшись, пойдет наверх. Однако мы с вами видим, какие процессы происходит в мировой экономике, что на самом деле многие показатели указывают на то, что нету качественного восстановления. И вполне как бы, если еще и этот индикатор пойдет вниз, это будет означать, что мировая экономика, она коллапсирует. Так, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Находится он в консолидации. Нижняя граница 89.17 и, соответственно, верхняя граница 91.5. Пока верхнюю границу мы не пробили, говорить о том, что потоки капитала мировые развернулись и все начинает падать, я думаю, достаточно рано. Так, переходя к 4-часовому таймфрейму, здесь продолжается движение наверх, то есть рост доллара против ключевых валют. Для того, чтобы этот тренд сегодня или в течение 1-2 дней был сломан, необходимо, чтобы произошло движение вниз с пробоем 89.98. Вот пробой этого значения будет говорить о том, что импульс, который здесь произошел, он сломался, и, соответственно, мы получим рост мировых валют против доллара и продолжение риск-он.
Но на сегодня такой тенденции нету. На сегодня идет рост доллара, и здесь цель движения, первая цель это будет 91, 91,1 и потом тестирование 91,5. Если не сломается вот этот тренд откатом и пробой 89,98. Так, друзья, если на сегодня смотреть календарь макрособытий, то у нас получается их достаточно немного, это только в 18:00 по Москве индекс доверия потребителей США. Но и на текущий момент данный показатель, он в последнее время стагнирует. Так, давайте посмотрим позиции на форте и ММВБ. Фьючерс на РТС, здесь ставка на боковик, но здесь, что примечательно, большое количество шортов физических лиц является топливом для того, чтобы сформировать еще какое-то движение наверх, пока вот эти шорты не будут полностью поглощены. На утро здесь боковик, хотя, ну, вы сами видите, негативный фон. И далее по графику мы посмотрим, куда наиболее вероятно будет развиваться движение. Так, далее Сбербанк. Здесь юридические лица делают ставку на то, что Сбербанк продолжит движение вниз. Так, далее Газпром. По Газпрому нет четкой динамики. Здесь изменение позиции указывает на боковик. Далее Норникель. По Норникелю юрлицы закладывают рост. Рубль-доллар, сишка. Но здесь ставка на то, что доллар будет к рублю расти. Евро-рубль, также ставка на то, что евро к рублю будет расти. Евро-доллар, а здесь ставка на то, что евро к доллару будет проседать, причем достаточно такая весомая ставка. Обращаю внимание, что вот это изменение позиций, оно, скажем так, определенным образом достаточно хорошо коррелирует с движением, но это не значит, что если вот они нарастили шорты, то обязательно евро стопудово должно пойти вниз. Нет. Хотя здесь весьма вероятно при такой конструкции будет задерг вниз, а дальше посмотрим. Так, далее нефть. Здесь нарастили шорты, соответственно по нефти ожидают просадки. Так, далее золото. По золоту ожидают рост. Так, ну и серебро. По серебру также ожидают рост. Причем обращаю внимание, что по драгметаллам достаточно ощутимые ставки на продолжение движения вверх. Так, друзья, далее нефть. Это дневной таймфрейм. Что здесь примечательно? Юрлица делают ставку на то, что нефть будет проседать. Обращаю внимание, есть здесь уровень 54,2, который пока не пробит. Движение будет либо вот в этом боковике, консолидация на хаях, либо будет попытка пробить верхнюю границу и идти наверх. Пока нет уверенного пробоя 54,2, вот это движение наверху, консолидация, наиболее вероятно будет продолжаться. Так, далее часовик, переходим к часовику. Но здесь смотрите, сейчас на текущий момент здесь все-таки, наверное, более вероятен коррекционный отскок. Сейчас пойдет движение наверх. Это движение наверх не пойдет в том случае, если продолжается нисходящее движение и будет пробой 55,2. Вот если 55,2 пробиваем, отсюда идет импульс движения, цель которого сначала будет 54,7. Далее возможно тестирование 54,2 в перспективе. Вот. Но на текущий момент, если не будет пробоя 55,2, у нас вот здесь уже сформировалась разворотная формация. И по этой разворотной формации цель движения будет 56, 56,1. Вот сюда, вот в этот диапазон. Так, друзья, далее золото. Золото находится в боковике. Сейчас консолидационный диапазон идет. Нижняя граница 1847, верхняя граница 1859. На текущий момент времени, если будет удержано текущее значение и не будет пробития 1850, то либо с текущего значения, либо с 1850 по факту небольшого отката отсюда разовьется движение наверх. И цель этого движения сначала будет пробитие и закрепление 1867, и потом движение с целью 1864,5-1865. Так, друзья, далее серебро. Ну, смотрите, здесь тоже ситуация аналогична с золотом. Боковик. Вот этот боковик, он превратится в движение сначала к верхней границе на 26. И в случае пробоя 26,2 отсюда разовьется движение, цель которого будет 27, 26,95. Вот сюда, вот в этот диапазон.
Движение наверх не развивается в том случае, если в результате коррекционного отката будет пробито 25-24,9. Вот если здесь возникает пробой, то мы отсюда начинаем двигаться, и цель будет тестирование 24. Я думаю, более вероятно движение к верхней границе, ее тестирование, а там посмотрим. Пока на ум приходит ее пробой и дальнейшее движение наверх. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Здесь у нас, в общем-то, пошел импульс движения наверх, рост доллара против рубля. Но здесь у нас новое сопротивление, это 76. Вот для того, чтобы импульс этот развился и пошел дальнейший рост. Но здесь как бы цель притяжения это 77.35. Вот это ключевой уровень. Даже если пойдет движение наверх, весьма вероятно, что здесь будет отбой и потом возврат от 77.35. Это очень сильный уровень в паре доллар-рубль. На текущий момент, пока 76 не пробили, движение наиболее вероятно будет вот где-то в этом диапазоне находиться. 74,5, 76. Вот. Но здесь у нас сформировался импульс движения наверх. Что движет этим движением? Движет геополитические риски и возможные санкции. Отчасти это уже в цене, но события развиваются таким образом, что здесь идет наложение. С одной стороны, геополитические риски, в частности связанные с ситуацией с Навальным, это раз. Но здесь не надо поддаваться соблазну объяснить все ситуации с Навальным, вот этот рост. На самом деле, вот этот весь рост и ослабление рубля – это ситуация в российской экономике. События с Навальным – это не более и не менее, чем триггер. Так, рубль-доллар, переходя к более младшим таймфреймам, в частности часовой таймфрейм, на что хотел обратить внимание. Вот здесь на часовом таймфрейме вполне как бы сформировались условия для того, чтобы произошел коррекционный откат. Вот у нас открытие сегодня, если происходит пробитие 75,2, то у нас отсюда наиболее вероятно разовьется импульс, цель движения по которому будет тестирование 74,52, вот сюда вот. Если такого движения не происходит, то мы отсюда сразу идем с утра тестировать на пробой 75,6. И в этой ситуации весьма вероятно пойдет движение на 75,87. Далее, скорее всего, будет пробой и движение на 76 плюс. Но вот в наибольшей степени на ум приходит картина, которая была вчера. То есть там и позиции тоже по юрикам были. Юрики ожидали снижения рубля, рост доллара. И мы на открытии получили вот такую красоту. То есть высадку десанта сначала и потом рост. Так, друзья, далее евро-рубль. Смотрите, здесь ключевой уровень 92. Вот мы уже к нему подошли, начали в него стучаться. Пробой вот этого уровня, то есть движение на объеме, которое пробьет 92,3, 92, вот этот диапазон приведет к тому, что отсюда наиболее вероятно будет достаточно быстрое движение, цель которого 94,15. И далее тестирование, пробой и уход наверх к соточке. Но если переходить к часовому таймфрейму, здесь у нас получается следующая картина. Вот это движение, если оно получает сегодня с утра развитие, происходит пробой 91,3, то мы отсюда пойдем тестировать вот этот диапазон, который в районе 90,8 находится. Если такого движения с утра не происходит, то у нас отсюда развивается импульс движения, цель которого потестировать и пробить 92 и сходить на следующую цель 92,3. Сейчас вот мне пока в большей степени на ум приходит пробой нижней границы и хотя бы задерг вот куда-то сюда. Потом посмотрим, как будет развиваться, но я думаю, все-таки какая-то высадка она должна произойти. Хотя, опять же, на часовике, вот если будет удержан этот диапазон, он не будет пробит, то у нас прямо отсюда развивается движение, тестирование и пробой 92 и потом 92,3. Так, друзья, далее фьючерс РТС мартовский. Но смотрите, дневной таймфрейм, здесь очень интересная у нас картина, потому что вот сейчас либо у нас будет пробитие 140 тысяч, 139 500. Если это происходит, то развивается импульс движения, цель которого будет 131 тысяча.
Если такого не происходит, то по факту консолидации в диапазоне 140-144 мы вполне можем отсюда опять сходить на 150 тысяч. Здесь есть топливо, которое находится в шортах физических лиц, поэтому если не будет уверенного движения, пробоя и ухода вниз, то мы, соответственно, будем палить шортистов, физиков и двигаться на 150. Это что касается ближайшей перспективы. Если переходить на то, что ожидает сегодня на открытии и так далее, часовой таймфрейм, что мы здесь получаем? У нас по сути пошло разворотное движение наверх, позиции юриков на форте указывают на то, что они ожидают боковик. Вот, и поэтому если у нас идет дальнейшее движение вверх, происходит на открытии пробой 143 тысячи, то отсюда пойдет импульс движения, первая цель которого 144 400, и потом сходить вот сюда вот на 146 тысяч. Если вот это движение с утра развития не получает, но мы с вами видим негатив и по Китаю, и по Соединенным Штатам, то в этой ситуации пойдет движение тестирования на пробой 139 500 и уход сначала на 135, потом на 131 тысячу. Вот технически по часовику здесь все указывает на то, что должно пойти движение наверх. Но мы с вами видим, что фактических оснований, исходя из внешнего фона, их нету для такого движения. Здесь все-таки, вопреки той динамике, которую рисует и дневной, и часовой таймфрейм, в большей степени напрашивается хотя бы задерг и тестирование на пробой 139 500 и возможно 135 тысяч. Вот. Здесь единственный какой момент, это то, что очень много шортов у физиков. Они не дают нормально сходить вниз. И поэтому вот эта пружина, она вопреки тому, что сейчас происходит на рынках, на внешний фон какой, и могут вот сюда куда-то ее задрать. То есть хотя бы какой-то будет импульс на 144 500, а потом откат и тестирование 140 тысяч. Так, друзья, далее Сбербанк, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, по Сберу идет нисходящее движение. И вот это нисходящее движение, оно вполне может закончиться достижением 256,5. Вполне может быть отбой и рост текущих значений, но здесь все-таки в большей степени напрашивается вот это движение на 256,2. Что касается диспозиции на утро, то здесь напрашивается следующий сценарий. Судя по негативному внешнему фону, конечно, логично движение вниз, тестирование 261,5 и пробой 261,5 на объеме приведет к тому, что разовьется движение, цель которого 256. Если пробоя здесь не будет, то по факту консолидации, набора позиций мы отсюда получим отскок, и цель этого отскока будет движение на 270, вот сюда вот. Так, далее Газпром, дневной таймфрейм. Что у нас здесь получается? У нас пошло снижение, но видите здесь в чем хитрость заключается. 208,5 не пробили. И поэтому, если не будет повторного движения и пробития 208,5, то нас ждет отсюда отскок, движение наверх, цель его 227-230, вот этот диапазон. Если мы все-таки пробиваем 231,5-232 и закрепляемся, то следующая цель движения будет 254-260. Конечно, сегодня это не произойдет, если рынки не начнут падать и Газпром совсем не раздавят санкциями, то мы такое движение в ближайшее время можем вполне получить. Так, переходя к часовому графику, что мы здесь имеем? Если у нас продолжает развиваться это движение и пробой 220, то отсюда у нас сразу будет моментальный задерг. Цель этого задерга будет сходить на 225. Если такового здесь не произойдет, пробоя, то мы отсюда получаем от текущего значения или от 220, в случае отбоя откат и движение, цель которого 214,5, потом возможно движение 211,5 вот сюда вот к этому значению. Так, друзья, все основные инструменты. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube, на мой телеграм-канал, ставьте лайк. Спасибо за внимание.